Привет моим постоянным слушателям, подписчикам и просто заглянувшим на огонек. С вами Кэт Вилд. Открою вам секрет. Сегодня в гостях мой любимый автор, с которым я впервые познакомилась больше года назад, и который в меня поверил. Почти все работы из Ленирам озвучены и выложены на каналах YouTube и Boosty. А неозвученных осталось совсем чуть-чуть. И, как говорится, держу их про запас. На голодный, так сказать, год. Хотя и недописанных у Марины еще очень-очень много. Это первое интервью с любимым автором таких известных фанфиков, как «Черная вдова» и «Записки инсайдера». Тут же вам напомню о потрясающей саге о драконах и монстрах и о драконе и принцессе. Кто не слушал и не читал, вы очень много потеряли. Советую от души. И небольшие истории, такие как «Золотое сердце», «Жидкие зеркала», «Зашторенное солнце». Рассказов много, сюжеты разные. И я так полагаю, что вам тоже интересно узнать, откуда Марина берет свои сюжеты и как вообще пишутся такие рассказы. В телеграм-канале мы собирали вопросы, на которые хотели бы услышать ответы. Ну что, поехали? Марина, публикующая свои истории под псевдонимом из Ленирам. Привет всем читателям и слушателям. И спасибо вам большое за интерес к моим историям и за вопросы, которые вы присылали для интервью. Итак, классический вопрос. Марина, как давно ты в писательской деятельности? Трудно сказать, когда я начала писать. Ну, что-то, мне кажется, я всегда писала, тем более я же училась на филфаке, а там ты все время что-нибудь пишешь. Так что, я честно думаю, что писательская деятельность, это вот насчет меня прям громко сказано, так, баловство. Это для меня просто такой лучший способ реализовать свой опыт, в том числе и эмоциональный, вот во что-то осязаемое, я бы так это назвала. Писательство – это работа, это труд, а у меня это пока на уровне хобби, поэтому какая-то писательская деятельность. Ну, как обычно, авторы они все скромники. Не хотелось бы задавать стандартные вопросы, но без них читателю сложно представить автора. Это как рост и цвет волос. Ты раньше писала рассказы вне фандома? Что поспособствовало примером или толчком к написанию первой работы? Кто твой вдохновитель? И каким было первое написанное тобой произведение? Лет в 14, наверное, я фанатела по Дюма. По Дюма «Трем мушкетерам», Анны Серж Галлон, Анжелика, вот эти все французские короли, красивые платья, драки на шпагах. Вот тогда примерно я вдруг решила тоже написать приключенческий роман с балами, с дуэлями. У меня, кстати, даже где-то до сих пор в шкафу хранится несколько исписанных общих тетрадок. Надо будет на досуге посмотреть, перечитать. Стихи когда-то писала. Сценарий – это вообще моя работа. А именно с фанфиками а, меня жизнь связала где-то в году 2015. Я тогда просто сначала начала их читать, потом подписалась на авторов в Твиттере, много там времени проводила, общалась. Очень меня впечатлило тогда Тон-Тон. Буквально вот физически нравилось ее читать, правда. С ней я познакомилась в Твиттере, и там же я познакомилась с Нано Тян. Она сейчас публикуется под ником Нана Юнминовна. У нее волшебная работа. Если не читали, обязательно почитайте. Ими буквально можно лечить вместо антибиотиков. Я всегда ей об этом говорю. Ну вот Нана мне однажды сказала, что, мол, что ты сама-то не попробуешь написать фанфик? У тебя бы получилось. Ну вот я попробовала. Так появилась великолепная семерка. А дальше понеслось. И, пользуясь случаем, я хочу передать привет Нане.
и сказать, что я очень ее люблю и благодарна этой жизни за то, что она когда-то в ней появилась. О, я очень надеюсь, что Нанатян и Тантон тебя услышат. Марина. Многие читатели и слушатели просто влюбились в твои записки инсайдера и часто задают вопросы, откуда такие подробности, если только они сами тебе рассказывают. Мои вопросы напоминают дачу показаний под присягой. Что-то типа «я клянусь говорить правду и только правду». Конечно, у каждого автора свои секретные информаторы. Ну, может, приоткроешь завесу для своих читателей? Ну, хотя бы немного. Можно сказать, что сами рассказывают, да. У меня такая работа, что я вот эту всю изнанку шоу-бизнеса знаю очень хорошо. Мне приходилось много работать с талантливыми парнями, быть руководителем творческой команды. И там была примерно такая же газливая публика, как наши бантанята. Так что я тут самый инсайдер и есть. Знаю, как и что происходит внутри такого коллектива, какая атмосфера царит за кулисами больших шоу или вот в маленьких звукозаписывающих студиях. Кроме того, в какой-то момент при написании записок инсайдера именно я начала делать расклады на картах на ребят. Ну, просто чтобы посмотреть, как там у них дела, какое настроение, не обижает ли их там кто-нибудь. И вот это мне очень помогало. Я придумывала сюжет, а карты уже подсказывали атмосферу, эмоции. Ну, вот как-то так. Явки и пароли я не сдам, короче говоря. Вот так, друзья. На самом интересном месте нас и обломали. Ну ладно, секреты у каждого свои. Поехали дальше. Твои работы отличаются живыми сюжетными линиями и интересными локациями. Понятно, что не посетив лично, очень сложно делать какие-то детальные описания местности или улиц. Да что говорить, городов тоже. В каких местах из твоих историй ты была лично, а какие просто полет фантазии? Практически все места, которые я описываю в своих историях, они так или иначе я их видела сама и сама в них побывала, да. Я была в Сеуле, много там ходила пешком, много чего смотрела. Я вообще стараюсь описывать только то, о чем я имею представление. Ну, конечно, иногда приходится что-то придумывать. Ну вот дворик из недостающего компонента, к примеру, он вдохновлен старыми районами Керчи. Практически все локации из истории сверхновая — это э, те места в Сеуле, где я сама побывала. У кофейни из Черной вдовы тоже есть свой реальный прототип. Вот, даже могу адрес сказать. Вообще в «Черной вдове» вообще много такого, что я перетащила туда из своих реальных путешествий. Мне пока не довелось побывать в Сеуле. Но, читая твою «Черную вдову», мне кажется, я узнаю эти улицы по одному только твоему описанию. И, конечно, самый животрепещущий вопрос. Откуда ты черпаешь идеи для своих сюжетов? Фанфик «Черная вдова» очень нравится читателям сюжетной линии. И читателю будет интересно узнать, что лежит в основе идеи фанфика. «Черная вдова», честно сказать, она начиналась как небольшая зарисовка о том, как вот богатый молодой парень попал в неприятную ситуацию, и ему пришлось обратиться за помощью к симпатичному работнику кофейни в чужом городе. Ну, вот такая небольшая была зарисовочка. Я, честно говоря, сама не поняла, как вот этот вот маленький рассказик развился вот в это вот все. Десерт «Черная вдова», он реально существует. Но я его во многом додумала, доработала. И потом мне понравилась сама метафора. Ну, вот и вышла вся эта история. Писалась, пока не дописалась. Ну, вот могу сказать, что есть реальная маленькая девочка, с которой я списала сестренку Джина. И
Есть реальный котенок, из которого получился Мони. Это мой кот Кокос. Сейчас он уже вырос, правда. И этот замечательный фанфик озвучила одним из первых. Первой была «Семерка», а вторая была «Черная вдова». И все-таки слушателям будет интересно узнать, когда тебя посещает идея, ты делаешь предварительные записи, составляешь подробный план. И как часто твои герои берут управление в свои руки, разворачивая сюжет. Ну, если честно, планов я никаких никогда не составляю. Ну, я знаю, что это не профессионально, но вот у меня вот так вот. Я даже вязать по рисунку не могу или готовить строго по рецепту. Обязательно от себя что-нибудь добавлю. Бывает, записываю, ну, какие-то отрывки, может быть, какие-то мысли. Но если посмотреть мой блокнот в смартфоне, то там вообще мало что можно понять. Иногда вот мне рассказывают какую-то смешную историю, я ее записываю, саму идею. Ну, потому что вот мне кажется, что она моим бантанятам подходит. Очень вдохновляет меня сестра моя. Она умеет рассказывать интересно, красочно. У нее потрясающее чувство юмора. Поэтому после вот разговоров с ней у меня обычно масса идей, вдохновения. Еще у меня есть замечательный бро, который тоже периодически подкидывает мне интересные идеи. У него потрясающий художественный вкус. Он часто рекомендует мне какие-то вещи посмотреть, послушать. Мы как-то с ним в одну струю в этом плане мыслим, и это тоже помогает. Из таких разговоров, кстати, рождается много философских мыслей о чем-то важном. И я вот эти мысли тащу в свои истории, чтобы поделиться с читателями. И да, чаще всего я даже примерно не представляю себе, чем закончится история. Такое ощущение, что от меня вот требуется только начать, а дальше как-то все само собой. Вообще, если бы вы знали, как много моих историй задумывалось изначально совсем другими, но потом вдруг появляется какая-то строчка, и все идет совершенно в другом направлении. Не знаю, кто тут верховодит, герои мои или тараканы в моей голове, у которых тоже свой взгляд на сюжет. И это тоже не ко мне вопросы. Ну, раз так, тогда в следующем интервью мы зададим вопросы твоим тараканам. Так и знай. Марина, читателей у тебя много, и встречаются довольно эмоционально окрашенные комментарии под твоими работами. Попадаются ли тебе такие комментарии, над которыми приходится задумываться? Что-то менять в работе? Да уж, разные бывают комментарии. Раньше я очень болезненно воспринимала каждого хама, пожелавшего ставить свою фи под моей работой. Сейчас уже спокойнее. Привыкла, наверное. Стараюсь все отзывы читать, делать выводы. Не на все получается ответить, потому что их много. Раньше я старалась ответить прям на каждый отзыв, на каждый комментарий. Сейчас я просто не успеваю физически это делать. Не хочется какие-то отписки там, сочинять. Хочется как-то ответить вдумчиво, с благодарностью, поэтому чаще всего я просто благодарю. Но иногда я этого делать не успеваю, поэтому я, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать спасибо всем, кто пишет, не обижайтесь, пожалуйста. Если я не отвечаю, просто не успеваю. Очень много отзывов каждый день, и просто не хватает на это времени, банально. Среди отзывов очень радует, когда, ну, это не просто там вот, нравится, круто, хотя это тоже очень приятно, очень. Но вот самые ценные для меня отзывы — это когда читатель рассуждает вместе со мной, задает вопросы какие-то, цитирует. Тогда понимаешь, что история не просто прочитана, что она осталась в человеке, в его душе, в его эмоциях, что она как-то зацепила. Над некоторыми отзывами я, честно, иногда просто рыдаю. Иной раз пишу такое,
Ну вот, что какая-то моя история, она не просто зацепила, а заставила посмотреть на какую-то ситуацию в жизни иначе, с чем-то справиться, найти выход. Вот одна девочка написала мне, что у нее была депрессия, и она всерьез уже подумывала о суициде. Но потом ей на глаза попалась история «Мальчик-смешинка», и она вдруг поняла, что, ну, короче, ей эта история помогла справиться. А мы с ней общаемся до сих пор, переписываемся, у нее все хорошо, слава богу. И вот ради этого стоит писать, правда ведь? Если она сейчас слушает, привет ей большой. Вообще, читатели, слушатели — это такая огромная поддержка для меня. У меня иногда слов просто не хватает, чтобы выразить. Хотя, казалось бы, да, я вроде проблем со словарным запасом не имею, но в такие моменты даже пальцы дрожат на клавиатуре, когда вот пытаюсь написать ответ. А менять в работе что-то, основываясь на отзывах читателей, нет, я этим не занимаюсь. Написано, значит написано. Я думаю, что многие слушатели не просто читают сам рассказ, а еще и читают комментарии к рассказу. И вот в этих комментариях иногда, как бы это правильно сказать, наверное, открывается что-то, что ты могла не заметить, да, или другое мнение читателя, оно разворачивает ситуацию немножечко с другого ракурса. Я с тобой тут согласна. Лично для меня твои рассказы, они стали пластырем, вот таким антибактериальным. Но не зря ведь говорят, что слово лечит. Ну что ж, поехали дальше. У нас еще есть вопросы. Марин, ты никогда не пишешь бонусы к своим рассказам. А как часто читатели ставят заветный флажок «Жду продолжения»? И как ты к этому относишься? Если речь идет о в процесснике, то такой флажок, вот жду продолжения, он очень помогает. Понимаешь, что люди ждут, стараешься не затягивать с продолжением. Не всегда это в моих силах, увы. Сейчас вот большой перерыв по независящим от меня причинам. Ну, надеюсь, скоро я начну писать поактивнее. А что касается бонусов, я не люблю эксплуатировать историю, когда она уже закончена. Точка поставлена, все сказано, история продолжает жить в памяти читателя, и мне, как говорится, она уже не принадлежит. О да, тут я с тобой согласна. Если история закончена, то история закончена. Но дело в том, что писатели фанфиков — это же не профессиональные писатели в основном, правда? Поэтому у них можно попросить продолжение или уломать на продолжение. Наверное, часто слушатели и пользуются. Но я так полагаю, что и авторам тоже нравится возвращаться. Потому что расстаться со своими героями сложно. Мы по ним скучаем. И, наконец, следующий вопрос от читателей. Ты пишешь сказки. Наивный добрый позитив. Ты в свои добрые истории вкладываешь особенный смысл. Дружба, любовь. В твоих историях присутствуют события из твоей жизни, легшие в основу сказки или рассказа. Сказки, да, как правило, присутствуют события из моей жизни, мои личные мысли, принципы, позиции уж точно присутствуют. Но вообще я сказки очень люблю. Я до сих пор читаю их. В детстве даже мечтала, когда вырасту, стать Андерсоном. Не сказочником, а вот именно конкретно Андерсоном. Такая была у меня мечта. Я вообще считаю именно сказки самым важным жанром для любого возраста. Ну, во-первых, желание пересказать историю кому-то, так сказать, из уст в уста,
Такое желание может вызвать только очень хорошее произведение. Во-вторых, вера в чудеса– это наше спасение. Его надо в себе поддерживать, воспитывать, стараться пронести эту веру через всю жизнь, передать по наследству. Потому что наша Вселенная– это чудо, наша жизнь– это чудо, любовь– это восхитительное чудо. И так это и нужно воспринимать. Ну, а поводов для цинизма в жизни и без этого предостаточно. О, я даже уверена, что большинство читателей даже себе не признаются о том, что они верят и любят сказки. Но самое интересное, что в твоих сказках нет отрицательных персонажей. Ну, в каждых же сказках есть, а в твоих нет. Впрочем, и во взрослых рассказах тоже они встречаются довольно редко. А если такое у тебя встречается, то как заставить своего читателя сопереживать такому герою? Я не могу сказать, что в моих сказках нет отрицательных персонажей. Есть. Отрицательный герой, он есть всегда. Иначе сказка не была бы сказкой, история была бы неинтересна. Просто иногда отрицательный герой– это сама жизнь, обстоятельства, общество, например, или какие-то установки, которые в этом обществе имеют место быть. Просто иногда они не кажутся отрицательными. Я вообще считаю, что в нашем мире не встретишь зла в чистом виде. Ну вот, чтобы просто чистое зло. Просто потому, что оно зло, да? Такого не бывает. Каждое зло возникло почему-то, под влиянием чего-то, правильно? Плохой человек, он же не родился плохим. Что-то есть такое, что его вот таким сделало. И вот с этим уже надо разбираться. Наверное, единственный способ вот заставить сопереживать такому герою– это попытаться понять, что его таким сделало, и показать читателю его через призму вот этих первопричин и последствий. Поэтому отрицательный персонаж, отрицательный герой– это всегда очень важно. И отрицательный герой помогает положительному понять, с чем он борется и во имя чего. И это довольно любопытная позиция, как взгляд на сложившиеся обстоятельства в роли отрицательного героя истории. Но вернемся к твоим главным персонажам. Для начала расскажи читателям, с чего началась твоя любовь к бантонятам. Насколько мне известно, ты начинала фанатеть с Биг Бенгов. Чем тогда привлекли эти малыши кей-попа? Как у всякого фаната, у тебя тоже есть биас. Что тебя в нем больше всего восхищает, вдохновляет? А мой путь в кей-попе начался с группы, которая называлась Double S501. Была такая популярная группа, да. Потом я увидела Биг Бэнг и влюбилась в Kwon Ji Yeon, в G-Dragon. В принципе, я до сих пор в него влюблена. Но потом появились наши бантонята, и G-Dragon'у пришлось подтесниться. Не знаю, чем привлекли. Трудно сказать. Трудно. Любят же не за что-то, правильно? Вот не волшебные мальчики. Как не можно остаться равнодушными? Биас. Я не люблю почему-то это слово, не знаю. Я всех люблю. Всех. Но к Хасоку отношусь с особой нежностью, это правда. Меня восхищает в нем эта готовность сражаться со всеми драконами на пути, даже если эти драконы внутри тебя самого. Как кто-то настолько хрупкий может быть настолько стойким, сильным, да? Потрясающе. Вот тут мы мягко подгребли к саге о драконах, монстрах и принцессах. Вернее, тут они все в единственном числе. Но тем не менее, хочу посоветовать читателям и слушателям, кто еще не успел познакомиться с этой сагой.
Обязательно с ней познакомиться. Вам понравится, я вам обещаю. Так, посмотрим. Какой следующий вопрос нам прислали твои читатели? Фандом разрастается в геометрической прогрессии. Все больше новеньких армий интересуют не только творчество ребят, но и сами отношения между ними. Как ты сама видишь, как писатель и фанат, и что ты в первую очередь посоветуешь, чтобы не заблудиться? Есть у меня такой принцип, что ли, эпиграф к моим работам единый. И вот он выражает мою позицию не только по отношению к фандому, а вообще к жизни. Все люди – люди. И так к ним надо и относиться. И к ребятам тоже. Мне, честно говоря, непонятны вот эти все фандомные войны, бесконечная война, там, вигукеров, чигукеров. И, конечно, проецирование каких-то перингов, шипов на реальную жизнь, ребят, тоже мне непонятно. Нас всех что-то в жизни вдохновляет, что-то приносит нам радость, стимулирует наше творчество. Вот такое шиперство – это один из вариантов вдохновения, поэтому существуют все эти фанарты, фанфики и так далее. Но это исключительно наше достояние. Ребятам тоже надо оставлять право на их личную человеческую жизнь и уважать это право. Право на то, что доставляет им самим радость, их вдохновляет. Думаю, это главное. Не бывает любви без уважения. По-настоящему любящий поклонник, он никогда не позволит себе написать кумиру какой-то понебратский, тем более хамский, оскорбительный комментарий в соцсетях. Никогда не сделает чего-то, что может как-то негативно отразиться на его кумире. Это уже не любовь получается, так ведь? Не могу ничего советовать новеньким армии, у них своя жизнь, своя позиция. Я им не учитель. Могу только призвать всех никогда не забывать о том, что уважение не менее важно, чем любовь, если не важнее. Марина, я думаю, что многие читатели и слушатели обязательно задумаются над твоими словами, особенно новенькие, которые совершенно недавно открыли для себя нашу замечательную группу BTS. И вот мы вплотную подобрались к очень любопытной теме. Очень впечатляют твои расклады на картах на ребят из BTS. Они чаще всего очень точно потом проявляются в жизни, подтверждаются фактами, которые мы узнаем из новостей и которых ты заранее никак не могла знать. Как ты пришла к раскладам? Делаешь ли ты расклады для себя у кого-то? На какие темы считаешь стоит делать расклад, на какие нет? А еще ты раскладывала на бенгов, на тени дракона. И способность гадать мне перешла по наследству от бабушки. Она была в этом очень талантлива. Расклады на бентонят, я говорила уже, я начала делать, когда появились записки инсайдера. Это очень помогало мне писать. На себя расклады я не делаю, на своих близких тоже, это только в очень крайних ситуациях. На какие темы стоит делать расклад? Трудно сказать. Все зависит от того, что заставляет человека сомневаться. Карты помогают разобраться в жизни, в людях, в своих или в чьих-то поступках. Они помогают видеть ситуацию как бы сверху, во всей ее полноте. Так что, если что-то беспокоит, то это и надо смотреть. Не стоит, я считаю, гадать на судьбу в целом. Потому что наша судьба ведь меняется каждую минуту. С каждым нашим поступком, каждым нашим решением, с каждой новой встречей. Поэтому, когда меня просят посмотреть на судьбу, я всегда отказываю. Если вы стоите перед каким-то важным событием в жизни и собираетесь принять какое-то решение, то тут карты могут помочь. Могут показать отношение человека к вам, в какой момент что-то пошло не так,
Могут посоветовать что-то в плане финансов, работы, открыть планы ваших недоброжелателей, например. Могут указать на какие-то проблемы, на которые стоит обратить внимание, а не спускать все на тормозах. Вот со здоровьем обычно так бывает. Ну, вот на такие ситуации, наверное, и стоит делать расклады. Бенгов смотрела тоже, да. И Тени дракона смотрела. Но это наш с ним секрет. Ах, какая кокетка! Конечно, смотрела, кто бы сомневался. Но я хочу сказать о другом. Те расклады, которые ты делаешь на ребят, мы уже говорили даже на эту тему и не один раз поднимали эти вопросы, они не всякому читателю понравятся, потому что в них правда, та, которая она есть, не выдуманная буйными фантазиями фанатов, а такая, какая она есть. Иногда неприглядная, иногда грустная, иногда горькая, иногда радостная. Есть за кого порадоваться, есть за кого огорчаться. И твои расклады напоминают мне чистку луковицы. Снимаешь слой за слоем шелуху, не остается та самая сердцевина, которая горькая и неприглядная. Иногда бывает даже так. И мальчишки тоже обычные люди. Живут такой же обычной жизнью, только на виду. Поэтому я желаю тем читателям, которые присоединятся к тебе на Бусти, быть готовым к тому, чтобы увидеть самых обычных людей. У тебя много читателей на Фигбуке, в Телеграме, на Дзене, на ОО3, слушателей здесь, на Ютубе. Был проведен опрос, в котором ты предложила задать вопросы, на которые они хотели бы получить искренний ответ автора. Что называется как на духу. Предлагаю из этих вопросов сделать блиц в конце нашего интервью. Краткий вопрос, краткий ответ. Ты готова? Готово, но я не мастер кратких ответов, предупреждаю сразу. Ну, тогда попробуем. Стартуем? Кем ты работаешь и чем обусловлен выбор твоей работы? Я сценарист и режиссер театрализованных и массовых эстрадных представлений. Начала заниматься этим со студенчества, и так дальше пошло. Мне это нравится, много пространства для творчества. Правда, с годами это стало тяжеловато, я бы выбрала что-то спокойнее. Если честно, я мечтаю работать в музее или библиотеке. Серьезно, без шуток. Как хватает времени писать фанфики, да еще на основную работу? Вопрос даже не во времени, а в силах. Ведь написание любой статьи, а тем более что-то из созданной вселенной, отнимает много энергии. Как удается так быстро подзарядиться? Ни на что не хватает времени, если честно. Мечтаю стать вампиром, чтобы можно было по ночам не спать и писать. И подзарядиться я не успеваю, поэтому сейчас состояние мое хуже, чем плачевное. Но человеческий организм – система самовосстанавливающаяся, так что будем надеяться. А самое комфортное место для жизни? Да я, в принципе, умею приспосабливаться везде. Я в этом плане человек нетребовательный. Для полного счастья мне нужно много воздуха, большие окна и незастекленный балкон. Хвойные деревья и отсутствие жары. Вот я жару не выношу. Люблю много источников света в одном помещении. Больших, маленьких. И чтобы у меня было личное пространство для работы. Тишину люблю. Неважно, в какой географической точке все это будет находиться, вот весь этот комплекс. Если он будет, мне будет очень комфортно. А что поддерживает тебя, мотивирует, что может поднять настроение? Как ты справляешься со стрессом? Лучший способ борьбы со стрессом для меня это чувство юмора.
Потому что вроде посмеешься над проблемой, и как-то все легче решается. Правда, бывают, конечно, ситуации, когда не до смеха, а вот тут уже сложнее. Лучшая поддержка и мотивация для меня, ну, это моя семья, это дочка, сестра, родители, мой бро. Это мое богатство и счастье. Марин, а какая у тебя самая любимая еда, которую ты можешь есть бесконечно? Но тут у меня как в знаменитой фразе: все, что мне нравится, либо дорого, либо аморально, либо ведет к ожирению. Я люблю простую еду, пельмени люблю, курочку жареную люблю. Еще я сладкоежка, шоколадное мороженое люблю. Очень люблю гранатовый сок со льдом. И этого всего мне, конечно же, категорически нельзя, потому что я склонна к полноте и сахарному диабету. Что ты ценишь в людях, а что раздражает больше всего? Что поднимает тебе настроение? Сложный вопрос. Я вообще стараюсь воспринимать людей во всех их проявлениях спокойно. Очень ценю в людях профессионализм и ум, особенно когда этот ум не выпячивается, знаете, а когда его можно обнаружить исподволь в ходе разговора. Вот так слушаешь человека и понимаешь: боже мой, какая глубина мысли, какая мощь. Импонирует в людях человечность. Я вообще считаю, что оставаться человеком в любой ситуации — это огромный труд. С этим мало кто реально справляется. Раздражает, наверное, раздутое чувство собственной значимости, особенно когда вот оно агрессивное. Я не люблю высокомерия любого, но особенно необоснованного. Надменности не люблю. Не люблю, когда со мной разговаривают менторски, тоном наставления, особенно когда я об этом не просила, да. Вот в таком тоне комментарии к моим работам меня просто раздражают, если честно. Когда начинают писать, типа: «Милочка, вот у вас тут так-то и так-то, стоило бы это исправить». Вот в таком тоне комментарии терпеть не могу. Что поднимает мне настроение? Наверное, качественное, позитивное, остроумное общение вот больше всего. Разговоры с сестрой на какие-то важные темы, которые с ней можно обсудить простыми словами, без всяких там метафор, называя вещи своими именами. Поднимает настроение, когда у меня что-то получается действительно хорошо, и я сама это понимаю. Я, возможно, никому в этом, конечно, не признаюсь, что я довольна, но в глубине души я буду довольна, счастлива. По-моему, блиц-опрос у нас получается отличный. Следующий вопрос. У тебя много читателей, которые очень любят твое творчество, которым ты импонируешь как реальный человек. Насколько они смогли узнать тебя и через твои истории, и через общение в соцсетях? Чувствуешь ли ты эту читательскую любовь? Она как-то помогает тебе в жизни? Ну, безусловно. Это очень мощная энергетика, она чувствуется, она мотивирует и в жизни помогает. Тем более сейчас, когда в моем телеграм-канале сформировалось такое вот теплое, уютное сообщество людей, которые относятся друг к другу очень по-доброму. И я стараюсь поддерживать это отношение, потому что поэтому мы в нашем чате свободны от негатива, политики, от всех таких вопросов, которые максимально сложны, поэтому копаться в них — это верный путь почувствовать себя несчастным, поэтому нет, вот, об этом мы не говорим. И вот именно в этом чате я такая, какая я есть в реальной жизни, поэтому раз уж число подписчиков растет и никто оттуда не сбегает, видимо, моя личность читателей не разочаровывает. Приглашаю всех в мой канал, там уютно. Дорогие слушатели и читатели, ссылка на телеграм-канал внизу поста или видео. Добавляйтесь. Как и за сколько выработался твой фирменный авторский стиль, который настолько узнаваем, что ни с кем его не перепутаешь?
Не думаю, что можно как-то всерьез говорить о моем авторском стиле, особенно о том, что он сформирован. Это вообще такое понятие спорное. Стиль меняется под влиянием разных вещей постоянно. Я ничего для этого специально не делаю. Для меня важно писать максимально реалистично, так, чтобы, знаете, любой отрывок из моей работы можно было взять и поместить в реальную жизнь со всеми описаниями, диалогами, чтобы он там не смотрелся чужеродным. Мне важно, чтобы моим историям верили, чтобы их хотелось пересказать, процитировать. Это вот как наткнешься, бывает, на фразу, а там очень точно, максимально просто сформулировано то, о чем ты вот сам всегда думал и знал, но не знал, как выразить. Вот я к такому стремлюсь. Что касается чувства юмора, моего юмора, меня окружают по жизни остроумные и веселые люди. Вот мне в этом плане повезло. У моей бабушки чувство юмора было потрясающим. Причем она умела даже банальную мысль, фразу преподнести просто и смешно. У меня очень позитивные, остроумные родители. Вот, наверное, все это на мне и отразилось. Среди моих друзей много КВНщиков, а это ведь тоже особого сорта люди, у них даже взгляд на жизнь совсем другой, критический и легкий одновременно. На что похоже писательское вдохновение? Как проходит процесс рождения шедевра? Еще один читатель спрашивает. Мне очень и очень нравятся все истории, написанные вами. Мне интересно, как такое волшебство происходит. Не процесс написания, а именно темы, сюжеты. Может сняться во сне или кто-то нашептывает их вам. Я не знаю. Я не знаю, никакой музыка мне не приходит, никакого озарения. Чаще всего я чем-то вдохновляюсь вот, на беговой дорожке, например. Есть время поразмышлять. В ушах наушники, какие-то песни, просто музыка. Может, строчка из песни что-то подсказать, какую-то идею, которая потом разовьется в историю. Это вот как с историей Touch and Go. И там, ну, вот как-то две песни подряд шли в плейлисте Touch and Go и Поздний вечер Сорренто. И вот вместе они подсказали вот эту идею с юнминами. Могу гулять, увидеть какой-то интересный дом, дворик. Приходит мысль, что если вот сюда поместить, к примеру, вигуков, то получится вот такой сюжет. И, кстати, чаще всего сюжет в итоге получается совершенно другой. А потом главное открыть ноутбук и начать писать. Дальше строчки сами подскажут. И это, кстати, в смысле, вот сесть и начать писать, это сложнее всего. У меня достаточно насыщенная жизнь. Рядом со мной постоянно много людей, и у меня семья большая, активная, я редко остаюсь одна и в тишине, поэтому надо выбрать время. Так что чаще всего я пишу не благодаря, как говорится, а вопреки. Есть истории, которые вообще были написаны за кулисами какого-то большого мероприятия, буквально на коленке. Многие из записок инсайдера вот так и были написаны. Но вот похмелье писательское, безусловно, существует. Это я могу сказать точно. Когда ставлю в историю последнюю точку, потом сутки, наверное, как чумная. Даже во рту сухо и в голове вата. От истории, особенно вот такой масштабной, как «Черная вдова» или «Кенгуреныш», очень тяжело оторваться. Будто пуповину перерезали. Ходишь, занимаешься делами, а в мыслях герои, события, эта атмосфера, все время хочется вернуться в нее. Было ли желание издать книгу? В каком жанре она была бы, на какую тему? Наверное, книгу сказок издать хотелось бы, да. Сказок для взрослых. Взрослым сказки нужны даже больше, чем детям. Потому что взрослые в сказки верят вопреки тому, что жизнь их постоянно толкает в реальность. В то, что все в жизни подчиняется жестким законам. Но это не так, я это точно знаю. Поэтому да, хотелось бы когда-нибудь издать книгу сказок для взрослых. Какой пейринг греет душу, сердце и пяточки? Какой легче всего было писать? Нет какого-то особого, хотя мои читатели считают, наверное, что нам соки это мой любимый перин. На самом деле
Я в этом смысле универсальная, могу любой пееринг написать. Некоторые даже сама изобрела, Джиди Соки, к примеру, или Джиги Джины. А еще, если не Хасок и не дракон, то есть ли кто-то, от кого сердечко делает ебонька? Stray Kids, Enhappen, TXT. Или пока парни в армии, целибат и никакого кей-поп? Никакого целибата, я уже слишком стара для этого дерьма. Тымина очень люблю. Тымина из Шайни, это моя витаминка. Из Stray Kids нравится Феликс, он такой эльф, просто чудо какое-то. Инфинит люблю. Надеюсь, что они активизируются. Почему все-таки слэш? А ощущаешь ли ты дискомфорт от того, что пишешь в этом жанре? Дискомфорт ощущаю исключительно по причине того, что сейчас у нас это не очень приветствуется. Поэтому не могу публиковать свои истории на всех тех платформах, где хотелось бы. Но всегда подчеркиваю, что мои истории это не про эротику или порно, это про любовь и преданность, про становление личности, про понимание. Почему именно слэш? Сложный вопрос. Мне всегда были интересны истории любви, в которых влюбленные идут к своему счастью через какие-то запреты, преграды, трудности, через юст, возможно, который чаще всего обусловлен осуждением общества и прочими вот такими плюшками от нас независящими. Как вот у моих вигуков в деле государственной важности. Вообще запретная любовь – это мой любимый жанр. Мне почему-то кажется, что трудное счастье, оно самое ценное. Наверное, поэтому и слышь, как-то в наше время очень обесценивается романтика, любовь, слишком много доступного секса, эротики, вообще всего доступного много. А слэш любовь это запретно, недоступно, через преграды, через противодействие. Короче, все как я люблю. Как ты относишься к критике своих работ? Вообще, есть ли конструктивная критика на фигбуке? Стоит ли вообще критиковать фанфики? Ну, мои работы это мои дети. Так что, конечно, мне неприятно, когда кто-то говорит о них плохо. В принципе, я спокойно отношусь, но оставляю за собой право реагировать на такую критику или нет. Если критика конструктивная, то лучше, если она звучит от людей, которые имеют вкус, опыт в написании текстов или хотя бы внушительную начитанность. Критика в стиле много непонятных слов, ну, лучше бы авторам таких комментариев оставлять их при себе. Грубо говоря, такие комментарии ведь не мои истории выставляют в неприглядном свете, а больше тех, кто такие отзывы пишет. Так что, честно сказать, именно конструктивной критики мне в жизни встречалось мало. Все больше агрессивные замечания, как правило, безосновательные. Но несколько довольно полезных отзывов критических попадалось, и я учитывала то, что в них было, и в итоге это делало мои тексты, наверное, лучше. Но это касается исключительно грамматики. К примеру, возможно, каких-то штампованных оборотов, которые у меня проскальзывали, а читателям они намазолили глаз, потому что фикрайтеры очень уж таким злоупотребляют. Но рациональное предложение, типа, лучше бы в эту историю про вигуков написали, а не про чигуков, ну нет, ребят, моя история, мои правила. Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправилась? О, я бы эту машину времени из рук бы не выпустила, поверьте. У меня масса идей, честно говоря. Отправилась бы в детство свое. Обняла бабушку, она слишком рано ушла. Надеюсь, такую машину никогда не изобретут. Слишком у меня много желаний, так что человечеству она не достанется. У тебя есть мечта? Я мечтаю, чтобы у меня была возможность, в том числе и финансовая, путешествовать так часто и так далеко, как мне бы хотелось. Если бы тебе была дана возможность задать вопрос Богу один, что бы ты спросила? Я спросила бы, как ты со всем этим справляешься и могу ли я чем-нибудь помочь?
Какую суперсилу ты бы выбрала бы и почему? Суперсилу лечить людей от всех заболеваний, которые уже существуют и которые еще появятся. В какие моменты и к каким людям ты обычно испытываешь нежность? К сильным людям в моменты их слабости. Что должен сделать или сказать человек, чтобы ты сразу поняла, что больше не хочешь с ним встречаться? Не знаю, трудный вопрос. Всегда стараюсь давать людям второй шанс, хотя это порой очень трудно, да. Твоя главная черта. Готовность понять, наверное. Твое любимое изречение. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Спасибо, дорогой автор. Я, как представитель от читателей и фанатеющий по твоим невероятным философским рассказам, хочу от души пожелать неиссякаемого творческого вдохновения. Пусть твоя муза никогда не устает, а жизненная энергия будет неисчерпаемой. Спасибо большое за приятную беседу и интересные вопросы. Ну что, дорогие слушатели, я думаю, вам понравилось наше небольшое интервью. Все нужные ссылочки я размещаю под видео и в постах, где вы можете пройти и познакомиться более близко с работами автора. И также не забывайте оставлять комментарии и лайки. И мне, и автору будет очень приятно. Всем пока! До новых встреч!